Здравствуйте, мои друзья! Скоро в Израиле праздник Пурим, а это значит, пришло время печь хоменташен. Это такая выпечка в форме треугольников. Я уже готовила их из творожного теста, из песочного теста с разными начинками. А сегодня мы с вами приготовим из дрожжевого теста. Его еще называют венским, хрущевским, ночным, с маковой начинкой. Для теста нам понадобится стакан теплого молока, столовая ложка сухих дрожжей и пакетик ванильного сахара 10 грамм. Оставляем в сторону до появления пенной шапочки. В миске миксера смешиваем при помощи насадки гитара 500 грамм муки и 200 грамм мягкого сливочного масла, нарезанного на кубики до состояния крошки. После чего добавляем полстакана сахара, щепотку соли и дрожжевую смесь. Замешиваем тесто. Месила я примерно при помощи миксера 10 минут. Тесто должно быть мягким, эластичным, не липнущим к рукам. Посмотрите, какой по консистенции получилось тесто. Оно хорошо отходит от стенок миксера. Посмотрите. Оно эластичное, мягкое, не липнет к рукам. Сворачиваем из него шарик, убираем в миску, накрываем крышкой и в холодильник минимум на 4 часа. Готовим начинку. 300 грамм сахара, чайная ложка с горкой крахмал, пакетик ванильного сахара и 300 грамм молотого мака. Если у вас нет молотого мака, можно помолоть мак в кофемолке. Также мы добавляем 2 столовые ложки меда и 300 мл молока. Все размешиваем. Я добавляю еще 100 грамм черного изюма. Предварительно я его помыла и обсушила. Добавляем также 20 грамм сливочного масла и увариваем нашу начинку. Я делаю двойную норму. В описании под видео я дам норму на это количество теста и в граммах, и в стаканах. Вот такая у нас густая получилась начинка. Перекладываем ее в мисочку и накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы она не заветрилась. Прошло 4 часа. Посмотрите, каким стало тесто. Оно увеличилось где-то 2,5 раза. Посмотрите. Пузырики воздуха. Я хочу вам показать в разломе, какое тесто получается. Оно все как ниточками пронизано. Вы видите, пузыриками воздуха. Работаем с тестом мы на рабочей поверхности, подпыленной мукой. Для удобства я его разделила на 2 части. Обмяла. И теперь нам нужно раскатать тесто в тонкий пласт толщиной примерно полсантиметра. Работать с этим тестом одно удовольствие. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Вот такое тесто у нас получилось. И теперь нам нужно вырезать кружочки. Я это делаю при помощи вырубки диаметром 9 сантиметров. Из этого количества у меня получилось 25 кружков, то есть у нас будет 25 треугольников. На центр каждого кружка выкладываем чайную ложку с хорошей горкой начинки и лепим треугольники. Соединяем сверху и соединяем снизу. Защипляем. Верхний шов сворачиваем в бок, а нижний шов внахлёст. Вот такой треугольник у нас получается. Выкладываем треугольники на противень, выстеленный пекарской бумагой на расстоянии друг от друга. Посмотрите еще раз. Вот такой треугольник в бок и внахлёст. Каждый треугольник смазываем смесью желтка и чайной ложки молока. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим конвекции. Обдув, будем печь треугольники до румяности, пока они пекутся. Готовим сироп. Им мы будем смазывать горячие готовые треугольники. 2 чайные ложки меда и 2 чайные ложки теплой воды. Все как следует размешиваем. Вот такой сиропчик у нас получается. В моей духовке до готовности хоменташен пеклись 20 минут. Горячие смазываем их сиропом. Посмотрите, какие они становятся глянцевые, блестящие. Даем им немножко остыть. И вот посмотрите, какой получился мягкий треугольничек. Сейчас я его разрежу, и вы посмотрите, какой он в разрезе. Он мягчайший. Посмотрите, много сочной начинки, а какое тесто пузырчатое, воздушное. Пробуем. Друзья мои, это фантастически вкусно. Приготовьте, и пусть праздник Пурим будет не только веселым, но и вкусным.